Привет, друзья! Со всеми прошедшими праздниками вас. Я тут посмотрела свой ролик двухлетней давности, где я тоже поздравляла всех моих зрителей с Новым годом и выражала надежду на то, что следующий год будет лучше. Ну вот сейчас выражаю такую же точную надежду, что следующий год, пусть он будет для нас всех лучше. Я тут посмотрела аналитику своего канала и увидела, что среднее время просмотра всех моих видео составляет 5 минут. Это совершенно естественно, потому что, ну, во-первых, у меня довольно специфический канал, и не так много людей интересуются подобной тематикой. Я прекрасно себе отдаю в этом отчет. Но дело в том, что малое время просмотра роликов, оно очень режет охваты на YouTube, и алгоритмы YouTube уже считывают это так, что этот ролик уже не очень интересен, но он его меньше предлагает другим новым зрителям, поэтому канал не очень растет. Тут все очень сложно, не буду вам забивать голову этими своими проблемами. Просто коротко объясняю, почему это для меня, для моего канала не очень хорошо. Я, кстати, сама такая же. У нас сейчас у всех мало времени очень, поэтому если я вижу, например, какие-то ролики, ну, которые мне YouTube тоже скидывает по моим интересам, и я вижу, что они длинные, я сама скачу по ним довольно быстро, просматриваю на ускоренном режиме или вообще не смотрю. Поэтому я повторяю, все это совершенно понятно и естественно. И я знаю также, что у меня есть много подписчиков, которые очень интересуются моими работами и моими видео, и смотрят эти видео от начала до конца, и некоторые даже не по одному разу, и меня это очень согревает, мне это очень приятно, и я вас всех за это благодарю, меня это очень поддерживает в ведении моего канала. Но мне пришла в голову такая мысль, попробовать работать немножко в другом режиме. Я теперь собираюсь сделать так. Делать ролики длинные, подробные, может быть, даже про одну работу это будет не один, а два или три, если там есть какие-то интересные моменты, нюансы, интересные для тех, кто, повторяю, плотно этим интересуется. А для большинства зрителей, которым просто хочется, ну, посмотреть на новую работу и понять какие-то основные моменты, как она была сделана, я буду делать короткие версии, ну, буду стараться продолжительность действительно там 4, 5, 6, максимум 7 минут. Так сказать, основная выжимка. Вот. Но длинные ролики, они будут доступны абсолютно всем. Это не будут именно спонсорские ролики, закрытые, нет. Это будут ролики по ссылке. И ссылка будет на них под каждым коротким роликом. То есть те, кто интересуется, смогут спокойно кликнуть на эту ссылку и все это посмотреть бесплатно, повторяю. Вот. Но при этом я как бы не откажусь от вашей помощи, возможной, посильной, поскольку, как мы знаем, сейчас времена, мягко говоря, непростые, и монетизация на YouTube для русских авторов была отключена. Вот, то если у вас есть такая возможность поддержать канал абсолютно посильной любой для вас суммой, то я была бы очень благодарна и признательна. Для зрителей внутри России это будет карта МИР, я ее буду тоже указывать под каждым роликом. А для зрителей вне пределов России это будет PayPal, тоже буду указывать все внизу. И я прекрасно понимаю, опять же, что сейчас очень трудно поддерживать какие бы то ни было каналы, поэтому я с абсолютным пониманием к этому отношусь и повторяю, ролики в любом случае, подробные длинные ролики будут для всех бесплатны. Просто если найдете такую возможность поддерживать меня время от времени, повторяю, я вам буду очень признательна. Ну, в общем, так, объявление я такое сделала. Повторяю, это теперь будет такой эксперимент на какое-то время вперед. Если он себя оправдает, то, в общем, я буду и дальше работать в таком режиме. Я думаю, что и вам легче, основной массе зрителей будет смотреть короткие ролики. И для продвижения канала, наверное, это будет тоже разумнее. Ну и время от времени буду делать так называемые шорты, то есть короткие совсем вертикальные видео до 1 минуты. Одно время я их делала, потом что-то бросила. Вот, ну, возможно, снова начну. Ну все, объявление я закончила. Переходим
опять-таки, к новой картине, которая будет называться «Суп из топора». А почему она так будет называться, вы поймете в ходе этого видео. Ну, желаю вам приятного просмотра. Недавно я сделала картину методом печати акрилом на гелевой пластине с последующей вышивкой по оттиску. Вот что получилось. Потом обязательно все покажу и расскажу, но в другой раз. Суть такой джелли-печати заключается в том, что сначала мы получаем как бы негативный оттиск, а потом, убрав трафареты или другие детали с пластины и сняв всю краску с фона первым отпечатком вокруг них, получаем позитивный вариант, печатая то, что было под трафаретами или листьями и так далее. Я только начинала осваивать эту технику, оттиски были невразумительные, а этот особенно. И мне вдруг чисто из спортивного, в кавычках, интереса захотелось сделать из такого отпечатка что-то вразумительное. Все видео об этом, и в конце него вам станет понятно, почему я так его назвала. И первое, что мне пришло в голову, добавить принт вот от такой сетки рабицы. Да, стала гладить, загляделась в окно и пошли разводы. Придется добавлять вот такой цвет. Не пропадать же работе. Да. Креатив так креатив. Ну вот, специально теперь подпалила со всех сторон. Будем работать под винтаж. Все, что я делаю, абсолютно экспромт. Просто выхожу из положения. И таким образом изучаю сочетаемость или несочетаемость разных приемов, техник. Так что не будем бояться. Только так мы и можем чего-то изобрести. Широким зигзагом, нарочито небрежно, как будто это штрихи карандаша, обвожу по периметру. Добавить немного светло-бежевых тонов, чтобы с этими подпалинами сочеталось. Вот добавила немного разных оттенков бежевого в листья и соцветия, чтобы такой совсем уже винтажный вид придать. Как будто это что-то очень-очень старое. Свободный зигзаг, двоечка, двоечка с половиной. После того, как пришила окантовку, решила на нее вывести еще лоскутки, чтобы не было резкого перехода. И размою это все стежкой широким зигзагом. Теперь мне захотелось добавить для декоративности паталь. Вот какая красота! Только погладить осталось.
Хотя нет, можно еще попробовать поработать с кофе, придать такой старины. Сделала довольно крепкий раствор. Ну и сейчас попробую попортить картину. Так, ну я обшила вот эти пятна белым зигзагом, немножко их смягчила и прогладила. А, еще по контуру обшила темно-серыми нитками, где тоже были разводы от кофе. Вот, потом прогладила. И при проглаживании через мокрую тряпку часть, конечно, потали все-таки отошло. Поэтому я сейчас уже совсем напоследок чуть-чуть добавляю акриловых контуров цвет бронза. Он совершенно точно совпадает с бронзовой поталью. Ну, что я могу сказать? В общем, работа готова. Но я бы сказала, что это суп из топора. Сейчас покажу вам первоначальное фото. И конечный результат. Ну что ж, спасибо вам за внимание. Хочу просто напомнить еще раз, что если вам ролик понравился, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Это нужно для YouTube, для алгоритмов YouTube. Если он видит, что много лайков, он просто активнее продвигает этот ролик. Ну вот такой этот робот. Всего вам доброго, спасибо за внимание и до встречи.